Всем привет! Мы, как обычно, говорим о разработке. И сегодня я бы хотела рассказать о том, с какими проблемами чаще всего сталкивались стартапы, с которыми мне доводилось работать. Дело в том, что существует такая проблема, что большинство стартаперов не очень понимают, как концептуально строить процесс развития стартапа. Начинать строить стартап нужно с а, идентификации проблемы. То есть нужно обнаружить какую-то проблему, придумать прототип решения этой проблемы и показать этот прототип целевой аудитории. И только после того, как целевая аудитория подтверждает, да, такая проблема есть, да, ваш прототип решает нашу проблему, и да, мы готовы за такое решение платить деньги, только после этого есть смысл заниматься полноценной разработкой, выстраивать полноценный маркетинг и так далее. Итак, поехали. Самые частые ошибки стартаперов. Проблема номер один. Идея вместо проблемы. Дело в том, что ко мне очень часто приходили стартаперы с какими-то классными идеями, свежими идеями, идеи, которые еще не были реализованы на рынке, и строили всю концепцию своего продукта вокруг того, что их идея уникальна, что такое еще никто не придумал, такое еще никто не делал, и сейчас я такое сделаю, и это взорвет рынок, и будет вообще супер. Но на самом деле это огромная ошибка. Идти в разработке стартапа нужно совершенно от противного. Нужно сначала найти проблему, идентифицировать проблему и потом пытаться своим сервисом эту проблему решить. И только при таком подходе вы можете быть уверены в том, что целевая аудитория будет к вам относиться лояльно, будет пользоваться вашим сервисом и платить за это деньги. Потому что целевая аудитория не может пользоваться сервисом, потому что это крутая идея, или такого еще никто не делал, или у вас какой-то там функционал уникальный. По сути, уникальный функционал или какая-то крутая идея в бытовом смысле, они никому не нужны. В бытовом смысле пользователю нужно решить их какую-то насущную проблему. И если вы нашли какую-то проблему, осознали, что никто ее еще эффективно не решает, и предложите пользователю вот это эффективное решение, вот при таком сочетании шанс того, что пользователи будут охотно пользоваться вашим решением и платить за это деньги, он существенно увеличивается. То есть если объяснять на пальцах, то не нужно перед своим стартапом ставить задачу разработать календарь с геймификацией. Ведь такого не было? Наверное, не было, я не знаю. Нужно ставить задачу решить проблему конфликта календаря у пользователя, потому что проблема конфликтов календаря, естественно, есть у каждого. Красивый новомодный календарь, который там с какими-то дополнительными фичами, он, в общем-то, да, может быть, его никто еще не сделал, но он и не особо кому-то нужен, потому что пользователь будет лояльно относиться к продукту, к сервису только в том случае, если он там сможет для себя что-то почерпнуть, да, улучшить как-то свою жизнь. И следующая ошибка, моя любимая, игнорирование этапа MVP. На самом деле большинство стартаперов, с которыми мне доводилось работать, они обжигались вот об этот пункт, непосредственно совершали эту ошибку. И ошибка, конечно, очень болезненная. Чаще всего стартаперы говорят о том, что они не могут позволить себе этап MVP, потому что их продукт невозможно показать на прототипе, потому что если они покажут прототип, их идею украдут. Там огромное количество мотиваций и причин, почему не делать MVP, но на самом деле ни одна из этих причин, она не может оправдать отсутствие этого этапа. Есть буквально пару ниш, где действительно разработка MVP невозможна. Это, как правило, банковские финтех-продукты какие-то, да, где действительно там вопросы безопасности достаточно играют большую роль, и MVP себе затруднительно позволить, вот, поэтому примеров таких действительно есть, но их буквально парочку. Если вы запускаете сервис, просто онлайн какой-то сервис, у вас всегда будет возможность разработать MVP. Посмотрите, на моем канале есть видео о том, как поступали единороги мировые, и убедитесь в том, что любой сервис можно спрототипировать и показать целевой аудитории. Так вот, в чем соль, да, этапа MVP? Соль заключается в том, что без этапа MVP вы не можете никак провалидировать свою гипотезу. То есть вот этап MVP нам дает возможность убедиться в том, что ту проблему, которую мы идентифицировали, она действительно существует у пользователя,
тот вариант решения проблемы, который мы предлагаем, он действительно подходит пользователю, он действительно нравится пользователю, и пользователь действительно будет иметь тенденцию платить за этот сервис. А, Покуда у нас нет этапа MVP, и мы не сделали прототип, не показали его целевой аудитории и не задали вот все эти вопросы, да, по поводу нравится, комфортно, готовы платить, не готовы, у нас нету достоверных фактов о том, что ваш сервис крутой. Ну, нет их. Кроме того, что это просто там в чьей-то голове такое предположение, что он выстрелит. И, к сожалению, этого предположения его просто недостаточно для того, чтобы продукт был успешным. В принципе, ваш подход должен быть такой, что любая ваша гипотеза, любое предположение о вашем онлайн-сервисе, его нужно подтверждать данными. И когда у вас это подтверждение есть, вы можете смело двигаться дальше. Если вы проводите этап MVP, и он дает вам какие-то негативные результаты, то есть оказывается, что проблемы не существует, или решаете вы ее не тем способом, у вас всегда на этапе MVP есть возможность сделать вторую итерацию. И точно так же на прототипе показать, что вот эту проблему можно решить немножко по-другому. Таким образом, за достаточно небольшие деньги у вас есть шанс отточить вариант решения проблемы и идти в разработку уже с четким пониманием, какой вариант сервиса будет популярен и какой будет пользоваться спросом у аудитории. Это очень-очень ценно. Важно еще сказать, что все школы стартаперов и все, кто когда-либо занимался какими-то проектами стартаперскими, все в один голос говорят о том, что очень важно сокращать стоимость вот этапа MVP. Чем дешевле вы можете сделать этот этап, тем лучше, потому что, скорее всего, вам одной итерации не хватит. То есть нужно рассчитывать на то, что в MVP может быть несколько итераций, ваша первая гипотеза не оправдается, и вам вот такими короткими шажками нужно будет искать подходящий вариант решения проблемы. Соответственно, это все требует бюджета, это требует временного ресурса, в общем, много чего. Поэтому старайтесь на первых порах много средств в разработку MVP не вкладывать. Ищите какие-то бюджетные способы, их огромное количество, поверьте человеку, который этим много занимался. Итак, следующая ошибка – это попытки масштабирования без product market fit. Масштабирование всегда требует бюджетов. Бюджетов на разработку, бюджетов на маркетинг в зависимости от вашей ситуации. И, соответственно, нерационально вкладывать эти бюджеты в продукт, который не получил каких-то подтверждений от потенциальных пользователей о том, что его действительно будут покупать. Причем здесь важно понимать, что эти подтверждения должны быть в идеальном мире, они должны быть основаны не на каких-то анкетах, где вам сказали, что да, я буду платить деньги за ваш продукт, а на реальных данных, на реальных действиях пользователя. Поэтому, если возможно, на ранних этапах создать прототип продукта и попробовать продавать этот прототип уже, собственно, целевой аудитории, это, конечно, самый идеальный вариант. Конечно, не всегда можно себе это позволить, но, тем не менее, если вы можете это сделать, это очень круто, потому что попытки масштабирования вашего сервиса без вот валидации вот этой гипотезы, что мне готовы платить за продукт, они, конечно, чреваты, и чреваты они тем, что мы просто можем уйти не той дорогой, да, куда-то развиваться. Возможно, это может быть даже дорога, откуда нет обратного пути. Поэтому обязательно обратите на это внимание и старайтесь продать продать свой сервис уже на совсем ранних этапах продукта. И следующая ошибка – это желание работать с разными пользователями вместо того, чтобы сфокусироваться на каком-то одном конкретном типе пользователя. И на самом деле ошибка эта свойственна не только стартаперам, на самом деле большинство бизнесов этим в той или иной степени может грешить. Важно понимать, что чем уже наша ниша, чем конкретнее наш пользователь, тем более эффективно мы можем до него доносить идею нашего продукта, продавать, продвигать, выстраивать путь, да, воронки и так далее. Поэтому чем уже вот портрет пользователя, с которым вы работаете, тем эффективнее вы можете продавать. Никто вам не запрещает делать несколько типов пользователей, с которыми вы работаете со временем, но на первых порах лучше сконцентрироваться на чем-то одном и очень-очень конкретном. Это будет просто более эффективно. Двигаемся дальше, и следующая ошибка у нас – это отсутствие или совсем слабый маркетинг.
И я думаю, что большинству будет любопытно узнать, что достаточно большой процент стартаперов предполагают и заходят в разработку там, какого-то полноценного продукта, исходя из того, что есть такой миф, заблуждение, что после запуска моего продукта на рынок, да, мне ничего делать не нужно. Вот я разработал, я там вложил несколько десятков тысяч или сотен в разработку, я запустил продукт на рынок, и пользователи каким-то магическим способом подтянутся сами и будут сами находить мой сервис, сами будут там разбираться и пользоваться. На самом деле это не так. Ни один канал, если вы не прикладываете к нему усилий, осознанных усилий, не даст вам трафик, не даст вам никаких пользователей. Нету никакого там SEO, который через полгода вам начнет приносить пользователей на сайт. Это все бред. Для того, чтобы вам канал начал приносить пользователей, начал приносить трафик, вы должны осознанно, целенаправленно заниматься этим каналом. Тут надо понимать, когда вы начинаете разработку, что расходы на маркетинг нужны в любом случае. Конечно, от проекта к проекту будет разниться канал, да, через который привлекать аудиторию, и каналы тоже очень сильно между собой отличаются. Там какие-то более дорогие, но способны принести отдачу быстрее, какие-то более бюджетные, но скорость отдачи у них не такая быстрая, да, и нужно достаточно много вложить в них времени и ресурсов для того, чтобы стабильно получать оттуда каких-то пользователей. Но дело не в этом. То есть дело в том, что на самом деле просто нужно понимать, что маркетингом нужно заниматься. Нужно выделить для себя несколько каналов, начать ими осознанно и целенаправленно заниматься, вкладывать туда ресурс, там, либо временной, либо бюджеты, смотреть, как они работают. Если не работает, отказываться, добавлять какой-то другой канал. Это прям полноценная работа. Эту работу нужно делать на этапах MVP и на всех последующих этапах без исключения. И увеличение вот оборотов по маркетингу, оно, в общем-то, неизбежно необходимо по мере развития вашего продукта. Если на этапах MVP это может быть какие-то небольшие кампейны, это может быть даже попытки находить клиентов самостоятельно в интернете, да, то на этапах уже, когда вы переходите в стадию полноценного продукта, конечно же, ваши объемы по маркетингу должны увеличиваться, и вы должны наращивать вот эти вот активности и увеличивать. Таким образом, увеличивать количество пользователей, которых вы привлекаете. Поэтому всегда, когда вы заходите в стартап, понимайте о том, что помимо разработки у вас есть еще расходы на маркетинг. И эти расходы ничуть не меньше, чем расходы на разработку. Так что вот так вот. Даже после запуска на самом деле это чаще бывает больше, чем расходы на разработку. И следующая ошибка, с которой сталкивались многие мои клиенты, и, собственно, я тоже в каких-то своих проектах, ошибка — это как мы работаем и чего мы ожидаем от инвесторов. И здесь, в общем-то, обстоятельства такие. Сейчас, кстати, многие расстроятся, но, наверное, лучше про это все-таки сказать. Большинство профессиональных инвесторов не будут инвестировать в продукт на ранних этапах. И обусловлено это тем, что это очень рискованно. К инвесторам есть смысл идти, если у вас есть подтвержденный продукт market fit. И это абсолютное большинство инвесторов, которые говорят о том, что они готовы рассматривать проекты, которые имеют подтвержденный market fit, и только после этого рассматривать вообще возможность заходить туда. То есть до этого они, в принципе, серьезно не будут готовы разговаривать со стартапом. Исключения могут составлять проекты, которые прям супер революционные, какие-то технологические, то есть действительно те, которые прорывные и человечество выносят на новый уровень. Да? Но если мы не говорим о такого уровня проектах, если мы говорим о каких-то там более-менее таких средних сервисах, то, конечно, на ранних этапах найти инвестора среди профессиональных инвесторов будет затруднительно, поэтому рассчитывать, что профессиональный инвестор зайдет в проект на этапе идеи или на этапе там, каких-то совсем первых прототипов без такой уверенной валидации идеи, не стоит, да, то есть нужно провалидировать идею, нужно получить первых платящих пользователей, потом можно идти к инвесторам для того, чтобы это все масштабировать. Но первая аудитория и первая платящая аудитория у вас уже должна быть на этапе, когда вы заходите к инвесторам разговаривать.
Можно пытаться, конечно же, прибегать к ангельским инвестициям, но их объем, естественно, не будет таким высоким. Поэтому имейте в виду при разработке, при планировании бюджета на разработку, при планировании бюджета на маркетинг, что на итерации 1, 2 и 3, скорее всего, будет сложно привлечь профессионального инвестора и какие-то серьезные инвестиции. Соответственно, старайтесь как можно быстрее получить подтвержденный продукт market fit, получить вот эту платящую аудиторию, и потом уже переходите к поиску инвестиций. Вот это рабочая тема. Кроме того, вам самим будет увереннее заниматься продвижением, там, разработкой и так далее, когда у вас будет какая-то аудитория, которая уже готова платить вам за ваш сервис. Итак, мы двигаемся дальше. И дальше у нас ошибка звучит следующим образом. Неправильное распределение финансов. Наверное, уже можно было сделать вывод из предыдущих пунктов, но тем не менее озвучу еще раз. Расходов в проекте, их может быть несколько статей таких, как минимум это разработка и маркетинг. На чуть более поздних этапах это еще может быть и расходы на сбор команды и на содержание этой команды. Важно понимать, прежде чем идти на разработку стартапа, что нужно рассчитать таким образом, чтобы вам хватило средств на первую, вторую, третью итерацию, и в этих итерациях у вас будут расходы на разработку, расходы на маркетинг, расходы на команду и, может быть, еще какие-то специфические именно для вашего продукта расходы. И пока вы сможете довести свой стартап до состояния, что он уже приносит вам какой-то доход, на который вы можете содержать операционку, да, или пока вы доведете свой стартап до состояния, что вы можете идти к инвестору и искать инвестиции где-то, да, вам нужно прожить как-то, просуществовать. И этап вот этот вот продукта, он на самом деле невозможно его достичь там через неделю, через две. Это какое-то время, это какое-то такой вот спринт длиной, я не знаю, там несколько месяцев, может быть и больше, когда вы делаете какую-то планомерную работу, которая требует ресурсов финансового, временного и так далее. Поэтому рассчитайте, что вам потребуется, и исходя из этого уже принимайте решение о том, идете вы в разработку или нет. Потому что будет обидно потратить средства на разработку и разойтись, потому что не осталось денег на команду или не осталось денег на маркетинг, и вроде как продукт разработали, а куда его теперь приложить, непонятно. Ребят, я закончила свой список. Что сказать? Список, конечно, кажется очевидным, но важно понимать, что тут кроется ловушка. Кажется, что это все и так понятно, но когда ты влюбляешься в какую-то свою идею, у тебя очень велик соблазн просто заскипить какой-то пункт, потому что ты думаешь, ну, это не про меня, потому что вот у меня такая уникальная идея, и мне вот этот пункт, например, этапа разработки MVP я могу игнорировать, потому что мой продукт не про это, я свой продукт так не выпущу на рынок. Так вот, даже с моим опытом разработки стартапов через меня прошло достаточно большое количество клиентов, плюс у меня были свои проекты, даже при том, что я видела очень много стартапов и была, в общем, непосредственным участником стартапов и клиентские проекты, там и свои проекты, даже при этом я умудрялась наступать на эти грабли. Потому что когда ты начинаешь заниматься каким-то своим проектом, своим стартапом, это какие-то бабочки, да, и тебе кажется, да нет, это все не так, я так классно придумал, у меня все так классно будет. Пожалуйста, будьте аккуратны, потому что это иллюзия. Нужно достаточно технично проходить по пунктам, не отказываться ни от одного, рассчитывать бюджеты, вот, и понимать как бы более так трезво, более здраво, что это все, в общем-то, должно подтверждаться данными, это все стоит денег, и, в общем-то, если есть это понимание, то шансов на успех их существенно больше. Поэтому, если вы решили заняться стартапом, я вам, конечно, желаю удачи, терпения, вот, желаю не совершать ошибки, ну, конечно, это невозможно не совершать ошибки, но, по крайней мере, не совершать фатальных ошибок, вот. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они у вас еще остались, поэтому оставляйте их в комментариях под этим видео. Вот. Всем большое спасибо. Пока.